Привет, друзья! Скоро праздник Новый год. У меня на канале есть отдельный плейлист с видео разных новогодних поделок из ненужных вещей, ну и из нужных тоже. И сегодня я хочу предложить вам вместе со мной сделать декоративную елочку. Елку я буду делать из бумаги. Для этого вот у меня упаковочная бумага осталась из-под чего-то. Из нее я и буду делать елку, то есть из ненужных вещей. Также для основы елки мне понадобится картон. Можно взять лист ватмана, ну что-то такое плотненькое, чтобы было. Дальше я буду использовать флористическую бумагу. Это также у меня осталось от букетов, которые мне когда-то дарили. Я это все тоже вот сохраняю. Вот эти завязки от букетов тоже сохраняю. Из них можно будет сделать, к примеру, такие бантики тоже как украшение. Ну, посмотрим потом. Так, дальше. Понадобится клеевой пистолет, ножницы, также понадобятся разные нитки разных цветов. Вот вязальные нитки у меня пооставались. Их я тоже буду использовать. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Для начала нам нужно сделать много вот таких вот шариков из бумаги. Вот такие цветные получаются. Для этого берем упаковочную бумагу. Бумагу, к примеру, может быть, осталась у вас для клейки окон. Можно пергаментную бумагу брать. Можно взять даже, к примеру, из журналов цветную, да, бумагу с картинками журналы. И если цветную берете, то тогда лучше обвязывать вот не цветными нитками, а ниткой, ну, к примеру, одного цвета, белого, да, будет красиво тоже смотреться. Но тут уже ваша фантазия и вперед. Я использую вот упаковочную бумагу, отрезаю небольшой кусок. Начинаю вот так, она такая жестковатая у меня бывает, если бумага мягче, то полегче будет делаться, и скомкиваю вот в такой вот шарик. Теперь я начинаю этот шарик формировать. Дальше берем нитки, какие есть, берем клеевой пистолет и начинаем обматывать нитками. Здесь я вот подклеиваю, чтобы не распадался шарик. Сразу же вставляю сюда ниточку, она тоже как бы фиксируется вместе с клеем. Вот так зафиксировали. Это у нас изнаночная сторона, да, это лицевая. И начинаем обматывать. Обматывать можно как угодно. Ну, я предпочла вот обматывать все шарики. Вот так вот. Ну, можно, повторюсь, обматывать как душа пожелает. Итак, когда мотаем нить, немножко и прижимаем в нужных местах бумагу, то есть при этом формируем шарик. Отрезаем ненужное и также подклеиваем тут ниточку. Вот так получается. И так делаем такие шарики. Шарики я делаю разной величины, побольше, поменьше, так будет поинтересней. И плюс использую вот разного цвета нитки, получается поярче. После того, как шарики у нас готовы, подготавливаем. Можно брать флористическую бумагу, как я повторюсь, тоже это у меня вот осталось. Подготавливаем вот такие квадраты из этой бумаги. Если нету такой бумаги, можно взять гофрированную бумагу зеленого цвета. Можно взять также от букетов, использовать тоже флористическую сетку. То есть что угодно, что есть под рукой.
либо совсем на такой самый дешевый вариант можно также из журнала взять странички с зеленым фоном, картинки где, и также сделать это вот из зеленых страничек журналов. Квадраты я режу примерно 7 на 7, ну прям четко не отмеряю, примерно. Вот, отрезаю полоску, вот так, и режу на квадраты. Итак, заготавливаем квадратики. Дальше, что нам еще понадобится для елки? Соответственно, разные можно украшения, там блестяшки вот брать, все, что есть под рукой, бусины. Ну, то есть уже потом смотреть, что понадобится. Ну и самое главное, нам нужно сделать основу. Основу я буду делать из вот такой вот плотной бумаги. Сворачиваем в кулек, то есть как делаем кулек для семечек примерно, да? Ну вот примерно вот так, я думаю. И отрезаем тоже той величины, которую хотим. Потом это все подправим. Так, подклеиваем. Так, и теперь нужно выровнять низ, так как видите, я отрезала как-нибудь, вначале не очень ровно, теперь выравниваем низ. Тут даже можно себе сделать такие метки, по краям выровнять, чтобы ровно было, ну а можно выравнивать так, подрезать на глаз. Вот теперь вот так складываю и подрезаю вот это. Вот такая основа у нас получилась. Теперь берем бумагу, можно цветную, можно гофрированную бумагу взять зеленого цвета и обклеиваем наш конус. Бумагу можно, в принципе, приклеить не при помощи горячего клея, а при помощи любого другого клея для бумаги. Основа нашей елки готова. И теперь начинаем украшать. Берем квадраты, складываем вот так наискосок. Вот уголочки, не один к другому, а вот так наискось. Складываем пополам. И вот этот край складываем вот как бы к серединке. Если отметим серединку, вот она. Этот край складываем к серединке. Вот так. И приклеиваем. И так приклеиваем весь ряд по кругу. Первый ряд готов. Дальше второй ряд мы приклеиваем приготовленные шары.
Проклеили ряд шарами вот так. Дальше снова идем ряд бумаги. Вот и второй ряд мы приклеили. И так до самого верха елочки. Клеим теперь шары. Дальше снова ряд будет из бумаги. И так до верха елочки. Вот так у меня получилось, когда я доклеила все до верхушки. Дальше украшаем по желанию, добавляем, можно вот бантики из лент, которыми завязывают букеты цветов, я тоже не выбрасываю. Вот из них можно сделать такие бантики. Добавить, и уже елочка, смотрите, по-другому сияет. Можно разные тоже готовые снежинки, они недорого стоят, продаются, можно их добавить. Бусики, можно вот такой вот проволокой украсить, тоже красиво. Дождик тонкий можно пустить на верхушку елки. Можно сделать вот такой вот бантик из макаронных изделий, покрашенный акриловой краской. Вот так. Можно разные снежинки тоже готовые взять и тоже из них сделать верхушку елки. То есть тут уже украшаем по желанию. И вот елка моя в готовом виде. Добавила я сюда бантики, которые мы с вами сделали. Также я добавила вот такие декоративные стразы, не стразы, ну, в общем, декоративные на липкой основе штучки. У меня их совсем чуть-чуть ушло. Вот я на каждый шарик добавила. И также такие вот ворсиночки добавила вместо дождика. Елочка маленькая, и поэтому что-то сильно крупное сюда не подойдет. Вот так получилось. Надеюсь, вам было интересно, понравилось. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Там сразу уже сейчас фотографии этой елки будет. Видео будет немножко позже. Поэтому вы заранее можете в инстаграме увидеть, что, возможно, будет у меня на канале в ютубе. Также не забудьте поделиться этим видео с друзьями, чтобы побольше могли увидеть и тоже делать своими руками украшения к празднику. И в плейлисте «Новогодние поделки» вы найдете очень много интересного из ненужных вещей, что можно сделать к Новому году и не только своими руками. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.